Всем привет, меня зовут Юлия, и вы на канале Клубок Желаний. Я связала вот такую кокетку. Кокетку вязала по уже готовой схеме, которую взяла в интернете. И в этой части видео хочу поделиться всеми расчетами, необходимыми для вязания такой кокетки. Расскажу вам, как посчитать высоту кокетки, какая должна быть длина кокетки перед тем, как мы делим ее наперед, на спинку и на рукава. Соответственно, определим, сколько раппортов нам необходимо взять для вязания кокетки и сколько петель необходимо набрать на горловину. Также рассчитаем, сколько петель необходимо взять наперед, на спинку и на рукава нашего изделия. Расчет буду делать по методу Элизабет Циммерман и покажу вам два способа расчета. Перед тем, как приступить к расчетам, необходимо связать образец. Образец вяжем на тех же спицах, на которых планируем вязать основное изделие. Единственное, девчонки, когда образец мы вяжем поворотными рядами, то плотность нашего вязания поворотными рядами может отличаться от плотности вязания по кругу. По крайней мере у меня. Когда я вяжу поворотными рядами, то образец получается немного плотнее, чем та плотность, которой бы я вязала по кругу. Поэтому учитывайте этот момент. Вот я связала два образца. Один образец я вязала с такой плотностью, с какой бы я вязала обычно поворотными рядами, а вот этот образец связан немножечко свободнее, чтобы попасть в ту плотность, которой я буду вязать уже по кругу. И эти образцы немного отличаются по размеру, поэтому, девчонки, учитывайте, что плотность вязания поворотными рядами отличается от плотности вязания по кругу. Итак, связали мы образец, и далее нам необходимо сделать расчет высоты нашей кокетки. На этой схеме приведены все необходимые значения для вязания полноценного изделия. Мы же возьмем только некоторые значения, которые необходимы нам для расчета нашей кокетки. По методу Элизабет Циммерман обхват груди принимается за 100%, и все остальные значения рассчитываются исходя из обхвата груди. Итак, высота кокетки должна составлять 25% от обхвата груди, ширина рукава 35% от обхвата груди. Хотя в других источниках я видела другие значения. В книге «Вязание без слез» Элизабет пишет, что ширина рукава должна быть 33%. Но к этому значению мы вернемся позднее. Сейчас расчет мы будем делать, исходя из ширины рукава 35%. Подрез должен составлять 8%. Каждый подрез должен быть 8%. Итак, зная эти значения, мы легко можем высчитать длину нашей кокетки. Элизабет уже высчитала для нас. Это 138% от обхвата груди. Как же она посчитала 138%? Ниже мы видим схему. Это схема тела нашего изделия как бы изнутри и рукава. И вот эти линии – это подрезы, которыми мы присоединяем рукава к телу нашего изделия. Так как мы знаем, что тело, то есть обхват груди составляет 100%, а рукава 35% каждый рукав, подрезы по 8%, мы легко можем посчитать длину нашей кокетки. 100% мы прибавляем рукава по 35% и отнимаем 4 подреза. Это 2 подреза тела и по одному подрезу рукава. Получится 138%. Зная эти значения, мы легко можем сделать все необходимые расчеты для вязания нашей кокетки. Первым делом нам необходимо определить высоту кокетки, исходя из объема груди. У меня очень маленький размер одежды SXS, и объем моей груди 78 сантиметров. Я добавляю пару сантиметров на свободу облегания, и все дальнейшие расчеты делаю, исходя из объема груди 80 сантиметров. Мы с вами узнали, что высота кокетки должна быть 25% от обхвата груди. Умножаем 25% на обхват груди 80 сантиметров и получаем высоту кокетки 20 сантиметров. Но, девчонки, учтите, высота кокетки должна измеряться вместе с ростком. У меня здесь не вывязан росток. Я планирую вывязывать азиатский росток по спинке. И за счет этого изделие мое опустится вниз.
Далее я делаю расчеты. Беру свой образец. Образец должен быть обязательно постиран, высушен. И если вы планируете отпаривать свое изделие, то и образец необходимо отпарить. Прикладываю рулетку к образцу. Смотрю, где у меня будет 20 сантиметров. Вот здесь у меня 20 сантиметров. И вот такая высота кокетки у меня должна получиться вместе с ростком. И я решаю, что я свяжу кокетку вот до сюда. Это примерно 16,5 сантиметров. И остальные сантиметры у меня будет вывязан азиатский росток, который будет равен вот этому раппорту. И этот раппорт чуть меньше 4 сантиметров, примерно 3,5 сантиметров. Когда я вывяжу азиатский росток, то высота кокетки примерно и будет равна 20 сантиметров. Вот так у меня будет где-то опущена моя кокетка после вывязывания азиатского ростка. И высота кокетки будет 20 сантиметров, ну тут немножко больше. То есть, девчонки, учтите, что при измерении высоты кокетки у вас должен быть вывязан росток. Неважно, какой он будет у вас, анатомический или азиатский. Я решила кокетку в высоту провязать вот до этого места, где у меня заканчивается этот раппорт. А далее буду вывязывать азиатский росток. И в этом месте у меня ширина раппорта составляет 20 петель. И здесь мне необходимо померить плотность моего вязания. Выбираю 20 петель раппорта. Это ровно 8 сантиметров. 20 делю на 8, получаю плотность вязания 2,5 петли в сантиметре. Зная свою плотность вязания, мы можем перевести обхват груди в петли. Для этого 80 петель умножаю на 2,5 петли в сантиметре и получаю 200 петель. Далее определяем длину кокетки. Мы знаем, что длина кокетки составляет 138% от обхвата груди. 138% умножаю на 200 петель и получаю длину кокетки 276 петель. Далее я определяю, сколько раппортов у меня поместится в 276 петель. Для этого я 276 петель делю на 20 петель раппорта. И у меня получается 13,8 раппорта. Округляю до целого числа, получается 14 раппортов. То есть мне на кокетку необходимо набрать 14 раппортов. Так как мой узор в первом ряду состоит из 8 петель, то мы определяем, сколько количество петель мы наберем для первого наборного ряда. 8 петель умножаем на 14 раппортов, получаем 112 петель. Значит, для первого наборного ряда мы набираем 112 петель. Я определила, что на мой обхват груди необходимо взять 14 раппортов. Набрала я 112 петель, провязала 64 ряда. У меня сейчас в раппорте 20 петель. То есть у меня на спицах сейчас 280 петель. Далее необходимо отложить петли для рукава. Покажу вам два способа расчета. Мы с вами знаем, что рукава вместе с подрезами должны составлять 35% от обхвата груди, а подрезы 8% от обхвата груди. Значит, ширина рукава без подрезов это 27%. 200 петель умножаем на 27%, получаем 54 петли. Можно посчитать по-другому. Ширина рукава вместе с подрезами 35% от обхвата груди это 70 петель. Подреза 8% от обхвата груди это 16 петель. Значит, ширина рукава без подрезов 70 минус 16 получается 54 петли. Откладываем 54 петли на каждый рукав, а остальные петли распределяем наперед и на спинку. Все расчеты, которые мы с вами сделали, я свела в таблицу для наглядности. В верхней части таблицы вы видите мои исходные данные. Это плотность моего вязания, обхват моей груди в сантиметрах и в петлях. Рассмотрим первый способ расчета, в котором длина кокетки принимается за 138% от обхвата груди. Все расчеты в этой таблице я сделала не только в петлях, но и в сантиметрах для информативности. Итак, мы с вами определили, что высота кокетки это 25% от обхвата груди. Для моего размера получается 20 сантиметров.
Длина кокетки 138% от обхвата груди, это 276 петель или 110,4 сантиметра. Ширина рукава с подрезами 35% от обхвата груди, это 70 петель или 28 сантиметров. Подреза 8% от обхвата груди, это 16 петель или 6,4 сантиметра, а рукава без подрезов это 54 петли или 21,6 сантиметра. А теперь рассмотрим второй способ расчета, в котором длина кокетки принимается за 134%. Как я вам уже говорила, в своей книге «Вязание без слез» Элизабет пишет, что ширина рукава с подрезами должна составлять 33%. Зная это, мы можем посчитать длину кокетки. Она равна обхвату груди без двух подрезов плюс 2 рукава без подрезов. Обхват груди 100% минус 2 подреза по 8%, плюс 2 рукава по 33% минус 8%. Получается 134%. Итак, считаем, высота кокетки у нас такая же, 25% от обхвата груди, это 20 сантиметров. Длина кокетки 134% от обхвата груди, это 268 петель или 107,2 сантиметра. Ширина рукава с подрезами это 33% от обхвата груди, получается 66 петель или 26,4 сантиметра. Подрезы остаются такими же, 8% от обхвата груди, 16 петель или 6,4 сантиметров, и рукава без подрезов 50 петель или 20 сантиметров. Выбирайте тот способ, который вам более подходит. Все зависит от того, как у вас раскладывается узор. Мне подошел больше первый способ, потому что в нем длина кокетки была 276 петель, а у меня по моему расчету получилось 14 раппортов по 20 петель, то есть длина кокетки 280 петель. Вы можете комбинировать два этих способа расчета в зависимости от того, как у вас вписывается узор. И обратите внимание, что в первом способе расчета длина кокетки у нас получается длиннее, чем во втором способе расчета, и рукава шире, чем во втором способе. Решила показать вам, как я распределяю петли кокетки наперед, на спинку и на рукава. Сначала я решаю, как я хочу, чтобы узор у меня выглядел по переду. Посередине переда можно пустить узор из треугольников или, например, вот эту дорожку. Я хочу, чтобы у меня посередине переда был узор из треугольников. Раскладываю кокетку таким образом, чтобы посередине у меня получился этот узор. Далее решаю, насколько петель у меня перед будет шире спинки. В идеальном варианте, когда перед шире спинки, на полный раппорт. В раппорте у меня 20 петель, но разница между передом и спинкой для моего маленького размера в 20 петель мне кажется многовато, и я на перед возьму на 10 петель больше, чем на спинку. Сейчас у меня на спицах 280 петель, складываю кокетку так, чтобы спереди у меня получилось 145 петель, а сзади 135 петель, и нахожу середину плеча. Вот в этом месте у меня получилась середина плеча, это между изнаночной петлей дорожки и лицевой петлей. Так как по расчету необходимо на рукав взять 54 петли, то от этого места я откладываю по 27 петель в каждую сторону. С другой стороны я делаю точно так же. Нахожу центр плеча, вот он у меня, между лицевой петлей и изнаночной петлей дорожки. Я откладываю в обе стороны по 27 петель. Итак, у меня получилось. Остается наперед 91 петля, на спинку 81 петля, на рукавах 54 петли. Но есть небольшой нюанс. Идеальный вариант, когда у вас маркер, отделяющий спинку от рукава, попадает ровно на начало ряда. Но у меня так не получилось. Вот у меня начало ряда, а маркер, который отделяет спинку от рукава, вот в этом месте. И когда я начну вязать азиатский росток, мне придется распустить эти петли. Распределила я петли кокетки наперед, на спинку и на 2 рукава. Далее буду вывязывать росток по спинке вместе с подрезами.
Если вы не планируете вязать далее узором, а будете тело изделия вязать лицевой гладью, то в подрезы добавляйте столько петель, сколько у вас получилось по расчету. В моем примере получалось на подрезы 16 петель. Тогда после замыкания вашего изделия в круг у вас на спицах должны остаться петли переда, спинки и двух подрезов. В моем случае 91 петля перед, 81 петля спинки и 2 подреза по 16 петель. Получается 204 петли. Это на 4 петли больше, чем в исходных данных. За счет того, что длина кокетки у меня получилась на 4 петли больше, чем по расчетам. Но имейте в виду, если вы дальше планируете тело своего изделия вязать лицевой гладью, а плотность вязания лицевой глади отличается от плотности вязания ажурным узором, и чтобы у вас не получилось стянутым тело, то необходимо дальше взять спицы более толстые, чем те, на которых вы вязали ажурный узор. Но я дальше планирую вязать тело своего изделия тем же узором, и мне очень важно, чтобы после вывязывания азиатского ростка вместе с подрезами при смыкании моего изделия в круг у меня четко сошелся узор. Для этого необходимо очень внимательно посмотреть, как петли у вас ложатся на подрезы. Как я это делаю? Я визуально вот этот маркер первый переношу к другому маркеру, ко второму. Смотрю, где он у меня здесь находится. Вот он у меня от изнаночной петли 2 петли лицевые. Визуально переношу его ближе ко второму маркеру. То есть вот у меня изнаночная петля, 2 лицевые петли. И считаю, сколько петель у меня получится между этими маркерами. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 петель. То есть по расчету у меня получалось на подрезы 16 петель, а чтобы у меня сошелся узор, мне необходимо взять 14 петель на подрезы. И тогда у меня после замыкания моего вязания в круг получится перед 91 петля, спинка 81 петля, плюс 2 подреза по 14 петель, всего 200 петель. То есть на тело моего изделия получится ровно 10 раппортов. Все необходимые расчеты мы с вами сделали. Если вы хотите связать такую же кокетку вместе со мной, то переходите в следующую часть видео. Если вам понравилось это видео, оно было для вас полезным, то, пожалуйста, поддержите мой канал подпиской, лайком или комментарием.